Мир полон гигантских существ, но некоторые из них настолько огромны, что кажутся почти невероятными. От черепахи размером с автомобиль до волка величиной с медведя, эти настоящие рекордсмены были действительно засняты на камеру. Некоторые из них – живые легенды, а другие – остатки доисторического прошлого, раздвигающие границы возможного. Но как только вам кажется, что вы видели все, природа преподносит новый сюрприз. Акула больше лодки. Змея длиннее автобуса. Приготовьтесь, потому что эти 15 аномально крупных животных оставят вас без слов. Представьте, что вы наткнулись на черепаху настолько огромную, что она выглядит как доисторический артефакт. Именно это и произошло, когда исследователи обнаружили гигантскую кожистую морскую черепаху, выброшенную на берег. Это была не просто черепаха. Это чудовище, по оценкам, весило более 900 килограммов и достигало почти 3 метра в длину от головы до хвоста. Кожистые черепахи уже являются самыми крупными черепахами на Земле, но эта особь превзошла все, что когда-либо фиксировали ученые. Обычно эти морские гиганты достигают максимум 6-7 футов, но этот экземпляр превзошел все ожидания. На ее панцире были шрамы, вероятно, от встреч с глубоководными хищниками или даже рыболовными сетями, что намекает на невероятную жизнь под волнами. Еще более удивительно то, что кожистые черепахи существуют уже более 100 миллионов лет, пережив массовые вымирания, которые уничтожили динозавров. Увидеть черепаху такого размера вызвало множество вопросов. Могут ли еще более крупные особи до сих пор скрываться в неизведанных глубинах океана? А если говорить о существах, которые будто бы принадлежат другой эпохе, давайте обсудим невероятно огромного волка, который ошеломил ученых. Волки и так внушают страх как хищники, но что если бы вы столкнулись с таким, который по размеру сопоставим со взрослым гризли? В отдаленной глуши Аляски охотник заснял на видео рекордного серого волка, длина которого от носа до хвоста превышала 2 метра, а вес – невероятные более 90 килограммов. Для сравнения, большинство серых волков достигают максимального веса в 45-55 килограммов, что делает этого экземпляра почти вдвое крупнее среднего. Когда биологи изучили эти кадры, они подтвердили, что это один из самых крупных волков, когда-либо зафиксированных в современной истории. Некоторые предположили, что этот волк может быть потомком вымершего ужасного волка, хищника ледникового периода, который обитал в Северной Америке и был значительно крупнее современных волков. Хотя эта теория была опровергнута, находка доказала, что гигантские волки все еще существуют сегодня, скрываясь в глубине отдаленных лесов. Но если вы думали, что волк длиной в 2 метра – это шокирующе, подождите, пока не увидите орла с размахом крыльев больше человеческого роста. Орлы и так считаются величественными птицами, но один, заснятый на камеру в Аргентине, поверг людей в полное недоумение. Это был необычный орел. Это был гарпийский орел, один из самых мощных хищных птиц в мире. Что же в нем было поразительного? Размах его крыльев составлял почти 2,5 метра, что делает его одним из самых крупных орлов, когда-либо зафиксированных. Когда появились кадры этой птицы, сидящей на ветке дерева, люди приняли ее за человека в костюме. Настолько огромной она казалась. Ее когти были размером с когти гризли и с легкостью могли вырывать взрослых обезьян прямо с деревьев. Гарпийские орлы встречаются редко, но этот экземпляр был совершенно особенным. Эксперты считают, что этот орел, вероятно, достиг таких гигантских размеров благодаря изобилию добычи и отсутствию конкурентов на своей территории. Тот факт, что такие крупные птицы все еще существуют в дикой природе, напоминает, природа способна удивлять. А если говорить о неожиданных гигантах, давайте обсудим сома, настолько огромного, что рыбаки решили, будто поймали чудовище. Все началось как обычная рыбалка на реке Меконг, но то, что рыбаки вытащили из воды, было далеко не обычным. После изнурительной 2-часовой борьбы им, наконец, удалось вытащить сома весом более 600 фунтов и длиной свыше 9 футов. Это новый рекорд для самой крупной пресноводной рыбы, когда-либо пойманной. Это был гигантский сом Меконга, вид, уже известный своими огромными размерами. Но этот экземпляр был на совершенно другом уровне. С пастью, достаточно широкой, чтобы проглотить баскетбольный мяч целиком, одно только его присутствие повергло даже опытных рыбаков в шок. Биологи, которые осматривали рыбу, были потрясены. Скорее всего, ей было несколько десятилетий, и она годами избегала хищников и рыболовных сетей. К сожалению, из-за разрушения среды обитания и чрезмерного вылова сома становится невероятно мало. Но как только вы думаете, что увидели самого крупного хищника, давайте поговорим о льве.
Львов часто называют королями джунглей, но один конкретный лев оправдал этот титул как никто другой. В 1930-х годах охотники в Южной Африке столкнулись со львом, который был настолько велик, что казался нереальным. Когда им наконец удалось взвесить этого зверя, весы показали ошеломляющие 690 фунтов, что сделало его самым тяжелым львом из когда-либо зарегистрированных. Для сравнения, средний вес взрослого самца льва составляет от 300 до 400 фунтов, то есть этот лев был почти вдвое больше обычного. Но поразительным было не только его вес. У этого льва была огромная темная грива, которая делала его еще более внушительным. Исследователи считают, что этот конкретный лев имел доступ к изобилию добычи, что позволило ему вырасти гораздо больше обычных размеров. Некоторые даже предполагают, что если бы он остался в дикой природе, то мог бы вырасти еще больше. Но если вы считаете, что лев весом 690 фунтов впечатляет, подождите, пока не услышите о гигантском кальмаре, который появился там, где его никто не ожидал. Океан полон загадок, но мало что может сравниться по ужасу с колоссальным кальмаром. Десятилетиями ученые спорили, существуют ли настоящие гигантские кальмары или это всего лишь мифы, пока один из них не выбросился на берег в Новой Зеландии. Он был настолько огромен, что исследователи были потрясены. Этот колоссальный кальмар достигал более 40 футов в длину и весил почти 1100 фунтов. Это длиннее, чем школьный автобус, и тяжелее, чем рояль. Его щупальца были усеяны крючьями, а глаза были размером с обеденную тарелку, что позволяло ему охотиться в кромешной тьме океанских глубин. Что еще более тревожно, эксперты считают, что где-то там, в глубоких впадинах, куда еще не добрались камеры, скрываются кальмары еще большего размера. Если этот экземпляр достиг таких гигантских размеров, кто может утверждать, что где-то не ждет своего открытия кальмар вдвое больше? А если говорить о рекордных гигантах, подождите, пока не услышите о лошади, настолько высокой, что обычные жеребцы казались рядом с ней крошечными. Большинство людей видели крупных лошадей, но ни одна из них не сравнится с Биг Джейком, самой высокой лошадью в истории. Этот бельгийский тяжеловоз был поразительно высок, 6 футов 10 дюймов в холке и весил более 2500 фунтов. Он буквально был размером с Клайдсдейла на стероидах. Огромные размеры Биг Джейка сделали его знаменитостью, но его добрый характер сделал его по-настоящему легендарным. Владельцам пришлось строить для него индивидуальные стойла и укреплять заборы, потому что стандартные ограждения не могли удержать лошадь такой массы. Даже взрослые мужчины выглядели рядом с ним как дети. Удивительно, но несмотря на свой огромный рост, Биг Джейк не был перекормлен. Его размеры были исключительно генетическими, что доказывает, некоторые лошади просто рождены быть гигантами. Но если вы думаете, что лошадь почти в 7 футов ростом впечатляет, подождите, пока не увидите краба, который с легкостью может дотянуться и схватить вас за ногу. Представьте, что вы идете по морскому дну и вдруг видите, как к вам подбираются гигантские тонкие ноги. Именно это испытали дайверы, когда столкнулись с самым крупным японским крабом-пауком из когда-либо зарегистрированных. С размахом ног более 12 футов этот чудовищный краб выглядел так, будто сошел с экрана фильма ужасов. Чтобы вы понимали масштаб, его ноги были шире, чем кровать размера King Size. Но несмотря на свой пугающий вид, японский краб-паук на самом деле совсем не агрессивен. Он просто бродит по морскому дну в поисках пищи. Еще более поразительно то, что эти крабы могут жить более 100 лет, а значит, некоторые из самых крупных особей, живущих сегодня, могли ползать по дну океана, когда затонул «Титаник». Но если глубоководные существа могут вырастать до рекордных размеров, представьте, что произойдет, если аллигатор станет гораздо больше, чем кто-либо ожидал. Флорида давно знакома с аллигаторами, но в 2015 году группа охотников наткнулась на настоящего монстра. Когда им наконец удалось его повалить и измерить, результаты были ошеломляющими. Это чудовище было более 15 футов в длину и весило свыше 1000 фунтов. Большинство аллигаторов достигают максимума около 11-12 футов, так что этот совершенно особенным. Еще страшнее, что его огромная пасть была наполнена острыми, как бритва, зубами, и биологи предположили, что он с легкостью мог раздробить кости одним укусом. Что безумнее, эксперты считают, что в глубине болот, вдали от людей, могут скрываться еще более крупные аллигаторы. Если этот смог так долго оставаться незамеченным, сколько существует? А раз уж мы заговорили о неожиданно огромных животных, давайте поговорим о лосе, который был настолько огромен, что грузовики казались маленькими.
Лоси и так одни из самых крупных наземных животных в Северной Америке, но один конкретный алмазский лось-бык попал в заголовки новостей, когда его засняли на камеру стоящим выше внедорожника. Этот гигантский лось был почти 10 футов в высоту в холке, и это не считая его огромных рогов, которые достигали более 6 футов в ширину. Когда эти кадры впервые появились, многие подумали, что это подделка, но биологи подтвердили, что это было настоящее, живое животное. Чтобы вы понимали масштаб, этот лось мог бы спокойно смотреть гризли прямо в глаза. С его гигантским телом и возвышающимися рогами он выглядел так, будто вышел из ледникового периода. Если лоси вырастают до таких экстремальных размеров, только представьте, какими огромными могут быть другие хищники. Кстати говоря, подождите, пока не увидите самого большого крокодила, когда-либо пойманного. Крокодилы и так уже считаются устрашающими хищниками, но ни один из них не сравнится по размерам с монстром по имени Лолонг. Этот морской крокодил, пойманный на Филиппинах в 2011 году, достиг невероятной длины в 23 фута и весил более 2300 фунтов, что сделало его самым крупным крокодилом, официально зарегистрированным в истории. Лолонг был настолько огромен, что когда жители деревни впервые его увидели, они подумали, что это бревно, плывущее по воде, пока не заметили, что оно двигается. Понадобилось более 100 человек, чтобы вытащить этого зверя из реки, и когда им наконец удалось его измерить, эксперты были потрясены. Годами ходили слухи о крокодилах таких размеров, но никто никогда не видел их так близко. А самое поразительное – некоторые местные жители утверждают, что видели еще более крупных крокодилов, скрывающихся в отдаленных водоемах, а значит, Лолонг может быть не самым большим. А если возможен крокодил таких размеров, подождите, пока не услышите о скате, что он выглядел как живой НЛО. Реки – не то место, где вы ожидаете встретить чудовищных существ, но именно там рыбаки в Камбодже поймали самого большого пресноводного ската, когда-либо зарегистрированного. Этот гигант весил почти 300 килограммов и достигал более 4 метров в длину от носа до хвоста. Когда рыбаки впервые почувствовали тяжесть на своей леске, они подумали, что зацепили затонувшее бревно, пока существо не начало двигаться. Скат был настолько огромным, что потребовалось несколько человек, чтобы вытащить его на берег. Еще более поразительно то, что этот вид может вырастать еще больше. Некоторые исследователи считают, что в глубоких реках могут скрываться скаты длиной более 4,5 метров, полностью незамеченные человеком. А если говорить о рекордных существах, давайте обсудим змею, настолько длинную, что ученые были потрясены. Змеи и так для многих существа из кошмаров, но представьте, что вы встретили змею длиной более 9 метров. Именно это произошло в Малайзии, когда рабочие на строительной площадке обнаружили самую длинную когда-либо зарегистрированную сетчатую питона. Эта змея достигала ошеломляющей длины в 9,75 метра, длиннее школьного автобуса. Она была настолько огромной, что для ее поднятия понадобилось несколько человек. Сетчатые питоны известны своими невероятными размерами, но этот экземпляр побил все рекорды. Питоны никогда не перестают расти, если змея прожила дольше, она стала больше. Эксперты. В дикой природе скрываются питоны большей длины, прячущиеся глубоко в джунглях, человек не заходит. Если думаете, змея длиной более 9 метров страшно, увидите акулу огромную, в фоне лодки крошечными. Акул всегда боялись, но одна рекордная большая белая акула подняла этот страх на совершенно новый уровень. В 2015 году исследователи на острове Гуадалупе в Мексике засняли на видео большую белую акулу длиной 6 метров, которую позже прозвали Deep Blue. Этот огромный хищник был не только длинным, но и невероятно массивным, его вес оценивался примерно в 200-300 килограммов. Для сравнения, большинство больших белых акул достигают максимум 4,5 метра, что делает Deep Blue настоящим гигантом. И что еще более пугающе, Deep Blue была не одна. Ученые считают, что в океане до сих пор могут обитать крупные акулы, возможно, потомки доисторического мегалодона, скрывающиеся в глубоких водах, куда редко ступает человек. А если такие огромные акулы существуют и сегодня, только представьте, какими большими были медведи в прошлом. Кстати, давайте поговорим о самом крупном медведе, когда-либо ходившем по земле. Медведи и так уже одни из самых мощных наземных хищников, но ничто не сравнится с южноамериканским короткомордым медведем, самым крупным видом медведей, когда-либо существовавшим. Этот доисторический гигант достигал невероятных 3-6 метров в высоту, встав на задние лапы, и весил более 1100 килограммов, что делало его больше современного белого медведя. Окаменелости показывают, что у этого медведя-монстра были длинные конечности, позволявшие ему бегать быстрее любого современного медведя, делая его главным хищником своего времени.
Некоторые ученые даже считают, что он мог с легкостью справиться со взрослыми бизонами. Хотя короткомордый медведь давно вымер, некоторые исследователи предполагают, что в глубоких лесах Северной Америки все еще могут существовать огромные неоткрытые виды медведей. Может ли нечто еще большее, чем этот доисторический гигант, до сих пор скрываться где-то там? Если эти настоящие гиганты чему-то и учат, так это тому, что природа по-прежнему полна сюрпризов. Но главный вопрос – что еще скрывается там, снаружи? Может быть, где-то есть еще более крупный крокодил, более длинная змея или неоткрытый зверь, который только ждет, чтобы его нашли. Мир огромен, и если судить по этим существам, возможно, мы еще не видели самых больших из них. Подписывайтесь на канал и до скорой встречи!